Друзья, всем привет, с вами Oryx и канал StableDiff. Сегодня мы поговорим о стилях, а именно о расширении SDXL Style. Узнаем, что это за расширение, как его установить, как его настроить, как добавлять собственные стили. В конце этого видео я покажу, где мои подписчики могут скачать мой набор 29 стилей, который вы сейчас видите на экране. И в будущем этот набор стилей я буду пополнять, и мои подписчики смогут скачивать более усовершенствованный набор стилей. Также я покажу, как вы можете комбинировать свои стили с моими стилями. Так что же такое расширение SDXL Styles? Это расширение, которое позволяет хранить стили аналогично привычному нашему модулю Styles. Принцип работы абсолютно такой же, просто выглядит это немножко все по-разному. Здесь мы выбираем из списка стили, здесь мы можем выбрать вот такими вот кнопками стили. Но можно сделать набор стилей также списком, как в привычном нам блоке Styles. Теперь в блоке Styles мы можем хранить токены, художников, направления. А в блоке SDXL Styles мы можем хранить полноценные стили, уже полностью прописанные. Таким образом мы можем разделить токены от стилей. Более того, мы можем сделать не один блок SDXL Styles, а два. Например, вот так вот SDXL Styles и под ним еще StableDiff SDXL Styles. Это одно и то же расширение, но в нем находятся разные стили. Например, в одном вы можете сделать мультяшные стили, в другом фотореалистичные. И таких блоков можно добавить даже больше. У меня в одном блоке находится весь набор стилей вместе с базами и моими стилями. А во втором блоке находятся чисто мои стили, StableDiff. Но естественно я их со временем могу пополнять, и их будет гораздо больше. Теперь давайте посмотрим, как установить это расширение. Если у вас моя сборка StableDiff, вы можете перейти внутрь этой сборки, открыть Extensions. Теперь найти здесь архив Style Selector XL и разархивировать его прямо сюда. Правой клавишей 7-zip распаковать. Почему именно архив? Потому что в нем уже зашиты 17 моих стилей. Но если у вас нет моей сборки, ничего страшного. Переходим в Extensions, нажимаем Available, Load From, пишем здесь SDXL и находим вот такое вот расширение SDXL Selector for SDXL. Нажимаем Install. После того, как все установится, нажимаем Installed, Apply and Restart UI. После того, как интерфейс автоматика перезагрузится, вы здесь сможете найти SDXL Styles, но при загрузке это расширение будет вот так вот у вас открыто. И пользоваться так им достаточно неудобно, потому что этот набор стилей вам не всегда нужен, а занимает он кучу мест. И постоянно приходится нажать «Закрыть» и пользоваться дальше интерфейсом. Для того, чтобы избежать этого неудобства, переходим в Settings, открываем здесь вкладку Style Selector, поднимаемся вверх и видим здесь три настроечки. Первая настройка — это Radio Button. Это как раз таки вот такой вот вид кнопок, как по умолчанию есть. То есть стили выбираются вот такими вот кнопками. И вторая настройка — Select List. Это вариант классического вида стилей, к которому мы привыкли. То есть список со стилями. Я предпочитаю выбирать Radio Button, как и стоит по умолчанию. И есть еще кнопка Enable Style Selector by Default. Это означает, что по умолчанию список со стилями будет раскрыт. И это как раз таки неудобно. Я предлагаю эту галочку снять, и тогда список со стилями будет по умолчанию закрыт. Теперь нажимаем Apply Settings и Reload UI. После того, как интерфейс автоматика перезагрузится, вы увидите, что список со стилями по умолчанию закрыт. Как сделать несколько списков, как у меня? Один список и второй список. Зачем это нужно? Ну, во-первых, вы можете в один список загрузить базовый набор стилей или мой набор стилей, а во второй список вы можете загрузить чисто свои стили и таким образом не мешать мои стили и свои стили. Для того, чтобы это настроить, переходим в папку «Автоматика», открываем Extensions, находим установленный ранее Style Selector XL, зажимаем клавишу Ctrl на клавиатуре и еще раз его перетаскиваем. И у нас получается копия. Теперь эту копию мы переименовываем. Например, я переименую Oryx. Открываем теперь эту папку. Это папка со стилями. Сюда как раз таки добавляются, и здесь можно изменять стили. Но мы поговорим сейчас чуть попозже об этом. И теперь мы перейдем еще в папку Scripts. Откроем вот этот вот файлик Style Selector XL Py. Правой клавишей по нему щелкаем, выбираем «Открыть с помощью». И, допустим, выбираем блокнот или Notepad++. Находим здесь строку 124. И находим вот такую надпись в кавычках SDXL Style. Здесь мы можем дать нашей вкладке другое имя, чтобы не путаться. Убираем SDXL, набираем, к примеру, Style и свой ник, я напишу Oryx, и нажимаем «Сохранить». Теперь закрываем наш автоматик,
и запускаем его заново. И теперь, как видите, у нас появилась еще третья вкладка, которую я только что создал. Styles.org. Открываем ее, и здесь такие же стили. Давайте теперь посмотрим, как добавлять свои стили или как изменять их. Теперь переходите в папку расширения, в любое, либо которое изначально появилось, либо которое мы клонировали, неважно. Теперь здесь находим файл SDXL Style.json, открываем его с помощью блокнота. И здесь мы можем наблюдать все стили, которые находятся в этом расширении. Каждый стиль состоит из 3 строк. Первая строка – это название этого стиля, name. Сюда мы можем вписать любое название, но по логике оно должно быть лаконичное и короткое, чтобы не занимать просто много места. Но если вы используете список, а не кнопки, то в принципе тогда можно написать развернутое название. Следующая строка – prompt. Это основная подсказка, позитивная подсказка. И тут есть небольшой нюанс. Здесь есть контрольное слово в фигурных скобках prompt. Вот эта вот запись – это основной объект, который мы будем писать в автоматике. То есть вот сюда мы пишем объект, к примеру, woman. Дальше выбираем какой-то стиль, к примеру, аниме. И на примере вот этого стиля woman подставится вместо вот этой вот записи. Естественно, вместо woman мы можем написать какой-то развернутый промпт, и он может быть даже очень длинный. И весь этот промпт подставится вот сюда вот. Ну и третьей строкой идет негативный промпт, то есть негативная подсказка. Любую из этих строк вы можете изменить, а можете добавить свой промпт. Этот стиль вместе с запятой и 2 фигурными скобками. Промеж этих фигурных скобок находится как раз таки стиль, и сами стили между собой разделены запятыми. То есть делаем вот такое вот выделение, нажимаем копировать, вставляем курсор в конце строки и нажимаем вставить. В итоге у нас вставляется дубль последнего стиля. И теперь мы можем этот стиль изменить. Например, напишем название стиля «Мой стиль». Ну и соответственно вот этот стиль можете поменять. И негативный стиль можете тоже поменять. Давайте сохраним. И теперь, чтобы этот стиль появился в списке, перезапустим наш автоматик. Теперь, после того, как мы наш автоматик перезапустили, открываем наши стили. И в самом конце нашего стиля нет. Почему? Потому что стили здесь сортируются по имени. Вот он наш стиль. Если вы хотите, чтобы ваши стили оказались в самом низу или в самом верху, дайте ему соответствующее название. Например, если поставите X, как я сделал, то все мои стили будут всегда в самом низу. Но если хотите, чтобы ваши стили были всегда в самом верху, ставьте в название стиля циферку 1. Давайте теперь попробуем что-нибудь сгенерировать. Напишем простенький промпт Beautiful Woman. Выберем модель, несмотря на то, что у нас SDXL Style. Это не означает, что модели могут быть только SDXL. Мы можем использовать модели также и 1.5 и, соответственно, SDXL. Промпт будет прописываться одинаково и туда, и туда. Я выберу модель SDXL. Sampling метод и Sampling Steps выбирайте по усмотрению. Разрешение изображения выбираем 1024 для SDXL, это оптимальный размер. И 768 для моделей 1.5, это тоже оптимальный размер для них. Seed установим по умолчанию. Теперь опускаемся ниже и выбираем SDXL Styles. Давайте откроем первую вкладку. По умолчанию она включена, выбран Enable Style Selector. Теперь мы должны выбрать какой-то стиль. Я выберу один из своих стилей. Paint Space. Все мои стили помечены иксами. Еще раз напомню, мои стили вы можете скачать на Boosty. Чуть попозже я покажу, как их установить. Ну а теперь давайте сгенерируем изображение. Нажимаем «Генерировать». У нас генерировалось вот такое вот классное изображение, несмотря на то, что промпт был всего лишь Beautiful Woman. Давайте теперь выберем какой-нибудь другой стиль. Например, стиль Portrait Sticker. Нажимаем Generate. Я еще раз напомню, что я сейчас генерирую на модели SDXL. И мои стили, которые я здесь прописал, я их писал под модель SDXL. И, соответственно, на модели SDXL они будут показывать себя лучшим образом. Но на модели 1.5 вы тоже их можете попробовать, и результат, возможно, вас тоже порадует. А тем временем у нас сгенерировался вот такой вот стикер. Поскольку мы сюда добавили несколько вкладок стилей, то мы можем эти вкладки стилей смешивать. Давайте откроем первый стиль и выберем Paint Space, закроем. Откроем вторую вкладку стилей, выберем здесь Portrait Sticker и давайте смешаем два вот этих вот стиля. Нажимаем «Сгенерировать». И как видим, два наших стиля смешались. У нас получился и космос, и какой-то стикер. Давайте посмотрим на промпт. Вот оно произошло, здесь смешивание стилей. У нас есть и элементы первого стиля, и элементы второго стиля. Негативный промпт здесь получился тоже двойной. Но тем не менее, эта система тоже работает. Вы также можете смешивать стили
и подмешивать один стиль и другой. Естественно, последующий стиль, он будет иметь меньший эффект, чем первый, потому что токены, которые находятся в начале промпта, они более важны, чем токены, которые находятся в конце промпта. Еще хочу заметить, если вы будете добавлять свои стили или корректировать набор стилей, то ни в коем случае не удаляйте стиль Base. По умолчанию SDXL Style всегда включен и всегда выбран стиль Base. Если вы его удалите, то стиль Base не сможет выбраться и при генерации у вас будет ошибка. То есть вы начнете какую-то генерацию, вообще даже не будете пользоваться вот этим стилем, а по умолчанию он включен, и у вас будет всегда ошибка, потому что Base стиль он находить не будет. Давайте теперь посмотрим, как вы можете добавить мой набор стилей. Вы мой набор стилей можете скачать на Boosty, он будет приложен к этому видео. Открывайте свою папку Automatic, заходите в Extensions, переходите здесь в папку Style Selector XL, открываете ее и закидываете мой набор стилей, который называется SDXL Style JSON, в эту папку с заменой. Заменяете. После этого перезагружаете Automatic, и мой набор стилей будет у вас в автоматике. Еще раз напомню, мои 29 стилей, они помечены X. Со временем я эти стили буду обновлять. И в этом видео я буду прикладывать дату последнего обновления стилей. То есть вы всегда можете посмотреть, актуальный ли ваш набор стилей или нет. Теперь, после того, как мы добавляли вот такие вот вкладки, наверняка вы какую-то из этих вкладок захотите удалить. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Переходим опять в Automatic, в Extensions. Находим теперь эти папки, которые мы сюда наклонировали, и просто их отсюда удаляем. Удалили, все, эти расширения отсюда удалились. Соответственно, вы также, кстати, можете удалить любое расширение из вашего автоматика. Просто удаляйте отсюда папку, и ваше расширение будет удалено из автоматика. Теперь, после того, как ваш автоматик будет перезагружен, вы увидите, что SDXL Style остался только один. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, напишите какой-нибудь комментарий, заходите в наши группы в Telegram и ВКонтакте. И все необходимые файлы и ссылки, которые используются в этом видео или о которых я говорю, они всегда находятся на Boosty. А на этом всем удачи, всем пока.